Мы обнаружили, что Россия на протяжении 7 последних лет ведет тайную, тщательно скрываемую войну. Это война с коррупцией и несправедливостью в распределении доходов. Не верите? Расскажем в подробностях сразу после подборки позитивных новостей недели. В Липецке открыт завод систем промышленной безопасности. Инвестиции около 1 миллиарда рублей. На Серовском механическом заводе завершена модернизация производства стоимостью 500 миллионов рублей. В Ставропольском крае запущено первое в России производство лактозы. Инвестиции 400 миллионов рублей. В Москве производство кабеленесущих систем. В Нижегородской области запустили новый цех по выпуску спецтранспорта. В Новгородской области открыт первый индустриальный парк. В Башкирии открылось первое в России сборочное производство доильных роботов. Инвестиции свыше 400 миллионов рублей. В Великом Новгороде производство смешанных удобрений. Успешно завершен ключевой этап испытаний беспилотного многоцелевого стратегического подводного боевого оружия «Посейдон». На вооружение российской армии принят боевой роботизированный комплекс «Уран-9». В Арктике развернут современный мобильный радиолокационный комплекс «Резонанс-Н» с элементами искусственного интеллекта. Российские специализированные физмат-школы теперь будут получать финансирование в рамках нацпроекта образования. Это позволит обновить их инфраструктуру и принимать больше учащихся на бюджетной основе. Всю неделю с первых полос крупнейших СМИ не сходила тема коррупции. Один из поводов – публикация рейтинга восприятия коррупции, согласно которому Россия ухудшила свои позиции и оказалась на 138-м месте рядом с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном и Мексикой. Безусловно, в России есть коррупция, но объективность рейтинга находится под вопросом. Составляется он международной организацией Transparency International на основе экспертных оценок, которые, в свою очередь, основываются на опросах граждан относительно их личного восприятия коррупции. То есть отражают не сам уровень коррупции, а его восприятие. Потому и такое название. Российское общество действительно считает коррупцию одной из главных бед, а борьбу с ней недостаточно. Однако так ли это на самом деле? Давайте взглянем на этот график. Это статистика уголовных дел высокопоставленных чиновников. Вы видите, что с 2012 года началась откровенная чистка. На втором графике видно, что она не показная, и осужденные получают реальные сроки, в том числе и свыше 5 лет. Если не брать для сравнения сталинский период, то за всю историю нашего государства ничего подобного не было никогда. Наступивший 2019 год, вероятно, станет еще более суровым. Только на этой неделе задержаны сенатор, вице-губернатор, начальник штаба МВД республики, мэр города, первый замглавы города, глава районной кадастровой палаты, начальник райотдела МВД и не только. Ну я вам клянусь, не брал я взято. Вот у меня квитанция. Евгений Александрович, все в порядке, вы присядьте, водички выпьете. Да не брал я, и чё? Почему большинство сограждан об этом ничего не знает? Потому что власть не делает из этого шоу, а действует тихо и аккуратно, почти тайно. В отличие от всевозможных популистов, которые показывают только проблему, а не планомерную борьбу с ней. Поэтому граждане воспринимают коррупцию как непобедимое зло. Так что рейтинг Transparency вполне может отражать реальное настроение, но не реальность как таковую. Как иллюстрация. Предложение этой недели ввести понятие «вынужденная коррупция» обсудили все СМИ, а президентский законопроект, разрешающий Генпрокуратуре проверять наличие зарубежных счетов и ценностей госслужащих, лишь единицы. Хотя первый будет иметь мизерные последствия, устанавливая довольно редкие и специфические исключения, а второй позволит вывести чистку рядов на принципиально новый уровень. Теперь главный вопрос. Как вся эта борьба отражается на гражданах России? Любопытное исследование мирового неравенства опубликовали специалисты Парижской школы экономики. В отличие от Transparency, оно основано на прозрачных статистических данных и заслуживает доверия. Так вот,
Неравенство в распределении доходов остаются всеобщей проблемой. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Однако Россия вовсе не является мировым лидером, и уровень неравенства у нас ниже, чем в США, Канаде и других регионах. Более того, очевидно, что в России ситуация с неравенством улучшается. Внимательно посмотрите на этот график. На нем показано, как менялся уровень богатства 10% сверхбогатых россиян, 50% условного среднего класса и 40% наименее обеспеченных граждан. Очевиден колоссальный взлет сверхбогатых в 90-е и обнищание остальных. А вот примерно с 2010 года тренды разворачиваются. Сверхбогатые начинают терять, а остальные получать. Другой источник, анализирующий доходы уже самой верхушки 1% российских богачей, фиксирует точно такую же картину. Сопоставим эти данные с антикоррупционной чисткой элиты и увидим, что они почти совпадают по времени. Именно так происходит постепенное перераспределение доходов сверхбогатых. Конечно, не только за счет борьбы с коррупцией, но и она вносит свой вклад в восстановление того, что мы называем социальной справедливостью. Очень важно понимать, что эта тонкая, ювелирная работа не может быть проделана одним махом. Иначе завтра из страны побегут не только коррупционеры, но и вполне порядочный бизнес, напуганный происходящим. То, что было возможно в прошлом веке, может нанести больше вреда, чем пользы сегодня. Поэтому война с коррупцией, чистка верхов, перенастройка распределения средств ведется весьма осторожно, и говорить об этом публично у нас совсем не любят. «2 февраля в России отмечали День воинской славы, 76-летие победы в Сталинградской битве, одном из ключевых сражений всей войны. Памятные мероприятия прошли в городах России и в некоторых странах СНГ. А вот современная немецкая пресса не упустила возможности написать о том, что Сталинградская битва имела лишь психологическое и пропагандистское значение. Ответить хотелось бы не своими словами, а публикацией американской газеты New York Times от 7 февраля 1943 года. Автор писал так. Закончившийся на прошлой неделе разгром остатков немецкой армии под Сталинградом подвел итог битвы, чья хроника будет передаваться из поколения в поколение. Яростная мощь атаки и несгибаемая стойкость защитников не знают себе равных. Другой такой осады за эту войну еще не было, даже под Ленинградом. Когда развязка уже была близка, немецкая пропаганда попыталась окружить гибнущее нацистское воинство ореолом геройства, которое по праву принадлежит России. Вне всяких сомнений, часть немецких дивизий доблестно сражалась, но также немецкие солдаты массово сдавались в плен. После последнего призыва сдаться, прозвучавшего 10 января, начался стремительный распад армии. Этот разгром скажется на дальнейшем ходе войны. На редкость прозорливая и точная статья. Читайте полный вариант перевода на нашем сайте времявперед.рус. Мы желаем вам бодрой и доброй недели. Текст выпуска и ссылки ищите на нашем сайте. Вступайте в клуб «Время вперед» и принимайте непосредственное участие в развитии нашего проекта.